Друзья, всем привет! Сегодня у нас 1 сентября 2017 года. Я нахожусь в Курмайоре, и примерно через 1,5 часа начнется гонка, называется CCC. Из Курмайора в Шамани. Маршрут проходит через город Шампе, поэтому гонка получила такое название по 3 буквам 3 населенных пунктов. В общем, это расстояние получается 100 километров, больше 6000 метров вертикального набора высоты. Я по карте, по профилю насчитал примерно 6 достаточно крутых подъемов, которые сегодня будем стараться преодолеть. Настроение отличное. Единственное, что немножко омрачает сегодняшний день, это погода. Потому что все 3 недели, что мы жили в Шамани, погода была замечательная, было тепло, не было дождей. А сейчас со стороны Франции, как раз на Италию, надвигается серьезный циклон. И обещают серьезный холод наверху, особенно на высоте. Потому что маршрут проходит на высоте там, до 2500 метров над уровнем моря. И, возможно, там уже лежит снег или снег пойдет. Во всяком случае, в Курмайоре сейчас погода хорошая, хотя и облачно, но в Шамани уже 2-й день идет дождь, и все затянуто облаками. И на самом деле очень холодно, то есть похолодало буквально за 2 дня градусов на 10, может быть даже чуть больше. Вот так вот. Буду держать вас в курсе. Идет проверка снаряжения, то есть проверяли, что мы с собой берем на регистрации, проверяют сейчас здесь, и, возможно, еще будут проверять по ходу гонки, чтобы ничего из этого снаряжения никто нигде не оставил. Народу становится больше. Пробежали городскую часть достаточно быстренько. Теперь выходим в лес. Все вваливают в гору просто неистово. Тем временем мы уже почти, ну, еще не вышли, но уже скоро выйдем из леса. Итак, почти 600 метров набора, 5 километров 200 метров и 42 минуты. Я должен быть честным и сказать, что иду быстрее, чем вообще мне положено, но я очень боюсь пробок. Мне повезло стать в первую волну старта, вот, и хорошо поработать на этом участке. Так что теперь мы выходим на узкие тропы, и меня здесь никто уже не тормозит. Впереди отлично, почти свободно. Можно бежать и не бояться, что придешь на 3 часа позже из-за того, что перед тобой тут люди, которые решили пройти всю трассу пешком. Сейчас уже вообще будет время питаться. Уже 45 минут. Я взял с собой хороший запас гелей ГУ, где-то 25 штук. Планирую их есть почаще. Если вдруг представители компании ГУ зачем-то посмотрят это видео, имейте в виду, если вы мне дадите годовой запас ГУ, я не против. А потом нам надо вон туда.
3 километра, даже меньше, на 20,5, где-то 600, какие 600, 700 метров набора высоты. Очень приличный подъем. Пока все нормально, бежим. Очень красивая гора. 9 километров позади. Вот. Движемся нормально пока. До конца подъема остается 1 километр. И где-то 500 метров набора высоты. Обалдеть. На самом деле, я пока доволен. Итак, высота 2560. Время 1:50, 10 километров. Дальше бежим по хребту туда. И там чуть, там я уже дальше не знаю. Посмотрим. Вообще настроение супер. Идем пока хорошо. Сейчас здесь такой достаточно скоростной участок. Опять 0,5 бежим. В основном вниз. Очень красивый хребет. Ой-ой-ой. Видели? Надо быть осторожным. Я бегу в куртке и на самом деле очень доволен. Потому что сейчас здесь на высота 2300 и вообще ни разу не жарко. Еще как бы весь мокрый с подъема. Так что в куртке самое то. Это 15 километров. Время 2:19. Я уже выхожу отсюда. Постарался. Только залил воду, собственно говоря, съел свой гель. Двигаюсь дальше, пока больше ничего не надо. Que te grabo, vete arriba. Vámonos, tío grande. Venga ahí, los tío grande. Gracias. Вот так вот. Атмосфера, что надо. Сейчас на спуске, конечно, меня много народу обогнало. Но я решил поберечь квадрики. Как-никак мне еще на горных лыжах кататься. Ну вот, за мной только дедушка. 20 километров уже по времени 3 часа. И еще гельчик. Самое главное не мусорить. И складывать все в специальный мешочек для какашек. Вот такой. Оп. Вот перекусили. Поднимаемся к второму пункту. Кажется, я собрал пробку. Состояние 22 километра. Где-то 1800 метров набор. Время 3:15. Ну, плюс-минус. Силушка пока вроде есть. Двигаемся дальше. Красота! Просто красота. Очень красиво. Вообще трасса просто потрясающая. То есть красивее, наверное, этого ничего не бегал. Очень красиво. И слава богу, не лепит дождь какой-нибудь или снег. Да, небольшой ветер, прохладно. Но в целом очень приятные условия.
посетили еще один пункт питания. Уже третий. Арбуз такой сладкий, я прям не могу вообще. Набор высоты 2 километра. Расстояние 28 километров. Время 4 часа. Поднимаемся потихонечку. Впереди длинный подъем. Второй подъем. Он где-то 700 метров в высоту. Сейчас 600 метров уже... 600 метров где-то, наверное, еще осталось. Идем не спеша, хорошо. Стараемся. Становится ветрено. Это второй подъем. Высота 2500. Расстояние 32 километра. Общий набор высоты 2600 метров. Время 5 часов ровно. Ветер, усраться можно. Теперь спуск длинный. Видите, я немножко утеплился. Успел вам рассказать или нет? То, что маршрут проходит через 3 страны. Мы стартуем в Курманьоре, из Италии. Дальше бежим. Крупный пункт это Шампе. Шампе это в Швейцарии уже. И потом финишируем в Шамани. Шамани, Франция. Поэтому для пересечения границы нужно обязательно иметь с собой паспорт, визы, обратный авиабилет или билет на поезд. И, конечно же, бронь гостиницы. Это серьезно. И такие серьезные дяди пограничники ходят и все проверяют. Сороковой километр. Очередной пункт питания. Merci. Allez, allez. It's for what? It's for what? No, it's the camera. Camera. Yeah. Say hello. Good. Nice. It's very nice. It's Russian camera. American. American. Красота, да? Не, вообще в Швейцарии красота. Вот честное слово. Мне кажется, Швейцария красивее всего. Такие деревни классные. Дрова. Бутылки из-под винишка. Вообще здорово. Начался дождь. Такой не сильный, но моросит. Я все еще в Швейцарии. Скажу сейчас примерно. Смотрите, как раз точки. Шампе лаг. Ну типа Шампе озеро какое-то. Не знаю, озеро Шампанского может быть. Ну вряд ли. Ох, больше вам ничего пока не буду говорить. Мерси. Оп. Вот и все бегуны, но мы здесь надолго задерживаться не будем, а нальем воды и двинем дальше. Настроение такое, что петь хочется, честное слово. Что-нибудь такое, какое-нибудь прощание славянки, что ли. Или даже не знаю. У меня есть кола. Ой, хорошо. Все бегут, стараются. Молодцы, ребята.
Только я вот не знаю, когда следующий пункт питания. Думаете, можешь купаться? Нет, что-то прохладное. В другой раз, наверное. Still waiting for this world to stop hating. Can't find out good reason. Can't find hope to believe in. Wow! Сейчас я вам что-нибудь еще спою. Ну, может быть, попозже. Коровы. Я говорю, Швейцария вообще классно. О, стоп. Вот это интересно. Итак, мы вот здесь, получается, нет? Ну да. Да, еще приличные 3 подъема. Раз, два и 3. 4-й подъем идем. Уже общий набор высоты 3400. Такие пироги. Играю в игру. Глоток воды через каждые 50 вертикальных метров. Потому что воды мало, идти далеко. Я себя особо не балую. Еще 25 метров. Надеюсь, мы туда не полезем. Там, главное, голубое небо. Солнышко закатное светит, ласковое. А здесь льет. Ну как льет, моросит. Слушайте, ну вообще на самом деле очень красиво. Кто-то развел костерок даже. Ёжик! Лошадка! Мне кажется, мы почти поднялись в 4-й подъем. Сейчас будет спуск и 70 километров в Триенте. Вот только спускаться по такому говну мне бы, конечно, не очень хотелось. Но ничего не поделаешь. Просто Silent Hill какой-то. Тихий холм. Набор пройден. Бежим вниз. Если честно, немного стремновато. Но вроде не очень скользит. Там внизу Триент и розовая церковь. Почти 70 километров, а я все еще бегу. На самом деле холод ужасный, дождь льет, скользко просто капец. Ничего вообще приятного, кроме видов, ну и процесса. Вот я в Триенте. Время 10:15. Задержался где-то малец. Вот так вот идешь. Пьешь колу и балдеешь. В общем, выходим из Триента. Были здесь, наверное, минуты 2. Это вполне достаточно, на самом деле. Зеркалось. Шел 11 час. 5-й подъем. Суммарный набор 4500 метров. Ох. Впереди мираж. Я не могу поверить. На самом деле это еще не конец, по-моему. Надо будет еще немножко подняться. Но мы уже близки к завершению 5-го подъема. Мне кажется, пришло время доставать фонарь. Я вам должен сказать, что
Из-за облака с фонарем видно так себе. Очень рассеянный свет и нет теней никаких, поэтому плохо видно камни. Плюс тут еще достаточно скользко, идет дождь. В общем, то еще приключение. Как вам такие спуски? Вот еще прикол. Все почти закончилось. Извините, что не снимал в конце, но там была лютая жесть. Ну и в общем, было совсем не до съемок. А это уже финиш. Наверное, метров 200, может быть меньше. Парам-пам-пам. Мерси. Arrivé le russe Vassili Samonov. Мерси. Russe Vassili Samonov.